точки зрения Азии и Востока, это Европа является источником конфликтов и насилия. То, из чего выросло современное российское государство, это криминалитет. Иран не является арабским государством, она является исламской республикой. Что будзе ў прыярытэце? Бліжні ўсход ці Украіна? И где во всей этой истории Россия? Где соответственно, где во всей этой истории Украина, Европа и все остальное СНГ. Выясняется, что дело не совсем в Байдене, а скорее в Путине все-таки. Просто не ўлічыў менталітэт так же, як мы не заўсёды разумеем менталітэт на Ближнем усходзе. Он заложил сумасшедший военный бюджет. Самый сумасшедший военный бюджет за всю историю. Сёння з намі Роза Турарбекова. Ці, можа, вы маглі б самі сказаць некалькі слоў пра сябе? Хто вы і у чым вы эксперт? Ну, во-первых, я 25 лет проработала доцентом факультета международных отношений на кафедре международных отношений. И в основном мое направление специализации я читала длительное время, почти что все эти 25 лет, может быть, там с некоторыми исключениями. Предметы такие, как конфликтология, теория ведения переговоров, актуальные проблемы, или потом уже этот курс назывался региональные подсистемы стран Ближнего, Среднего Востока и Южной Азии. Читала много спецкурсов по этому региону и делала в свое время курс «Исламский фактор в международных отношениях». В целом, конечно, мои курсы были одними из самых сложных, это по мнению студентов тоже. И я всегда студентам говорила о том, что дело не в том, что я такой строгий, ужасный преподаватель. Проблема заключается в том, что этот регион является сам по себе очень сложным, и его невозможно воспринимать очень так стереотипно и стандартно. Для того, чтобы понимать то, что там происходит, надо, конечно, очень много чего знать, помимо, собственно, политики, названия государств, политических систем, там, фамилий, да, этих каких-нибудь президентов или глав правительств. Этого недостаточно буквально. Там нет такого четко сформированных стабильных систем, к сожалению, как, например, в Европе. Вот. И в связи с этим, конечно, очень сложное понимание вот этих политических, социальных процессов, взаимоотношений между государствами. Правыя папулісты, яны, конечно, зараз просто набіраюць папулярнасць, прыходзяць да ўлады. Глядзець на это ўсё трошкі страшна, таму што так ужо гэта не першы раз у гісторыі мы бачым уздым правага папулізму. Той же Трамп гэта такі трошкі падобны, напэўна, на Рэйгана. Зараз адбываецца новы канфлікт, не новы дакладня, новы ўздым старых канфліктаў на Бліжнім усходзе. Там, напэўна, спакойна ніколі не было, і канфлікты былі фактычна заўсёды. І адначасова ва ўкраіне, я зараз знаходжуся ў Кіеве, мы бачым, як гэта ўплывае на вайну в Украіне, якая побач з намі, і для нас мае вялікае значэнне тое, што адбываецца зараз тут. Як вы думаеце, да чаго можа прывесці менавіта суіснаванне гэтых двух канфліктаў адначасова, калі Амерыка у любым выпадку яна іграе вялікую ролю, таму што грошы, зброя. Якія сцэнары, можа, вы бачыце, як гэта можа вырашыцца? Што будзе ў прыярытэце? Бліжні ўсход ці Украіна? Но Ближний Восход. И чему? С моего пункта зрения, тут такая проблема. В США очень сильное лобби, я имею в виду израильское лобби, это первое. Второе, отношения между США и Израилем являются традиционно стратегическими отношениями, это стратегические союзники.
Вот, причем уровень отношений, да, буквально, когда говорим о стратегическом партнерстве, уровень отношений между США и Израилем настолько серьезный, высокий, да, то есть буквально Соединенные Штаты выступают фактически гарантами, да, существования и безопасности государства Израиль. Вот. При этом, конечно, там, предоставляя оружие, там, продавая оружие, не надо говорить, не надо, там не бесплатно все тоже. Но на таких достаточно хороших преференциальных условиях предоставляем оружие под определенные условия. Там ведь тоже не надо видеть эти детали, очень важны эти детали, особенно когда не сейчас, не современное состояние, а, например, там, начало 2000-х годов, когда началась вторая интифада, вот Соединенные Штаты, они, например, когда предоставляют определенный вид вооружений, Украине это хорошо известно, они предоставляют его только под определенные условия использования. В Украине это было по поводу дальности, да, использования, а вот в Израиле это было по поводу адресности использования. Например, им предоставлялись определенные виды вооружений, но нельзя было это использовать против демонстрантов, нельзя было это использовать во внутренних целях. Это можно было использовать только в целях внешней обороны, буквально. Потому что не стоит забывать, что палестинская национальная администрация и если частями смотреть западный сектор, западный берег, извините меня, реки Иордан, да, и сектор Газа, это все-таки рассматривается отчасти как внутренние дела. Поэтому, например, когда была вот эта вот интифада вторая, да, интифада это буквально народное восстание, вот, это народное восстание на самом деле были булыжники и палки, молодые люди и подростки кидали в израильских военных. Израильским военным запрещалось использовать определенные виды вооружений против демонстрантов, например, да, там буквально там оговаривались при предоставлении. То есть вот взаимоотношения между США и Израилем, они не статичны, они очень как бы гибкие. Надо рассматривать их в разное время по-разному. И если мы с вами говорим о современном состоянии, то сейчас отношения между Израилем и США находятся на пике, потому что у Трампа, вернее, скажем, у Израиля есть очень хорошее лобби. Вот, как вы знаете, его зять Кушнер и сват, да, Кушнеры, они так или иначе заинтересованы в том, чтобы вот это направление дальше развивалось. Именно при Трампе, при первой администрации фактически произошло признание Иерусалима столицей Израиля, чего израильские власти долго не могли добиться от Соединенных Штатов, потому что Тель-Авив как бы является де-факто столицей Израиля, но де-юре по израильскому закону, там, по-моему, 81 или 80-й год, именно Иерусалим признается этим самым столицей государства Израиль. Это внутренний закон Израиля, был такой принят, и Израиль пытается добиться от всего международного сообщества признанием за Иерусалимом статуса столицы Израиля. Но это очень сложный вопрос, потому что Иерусалим на самом деле по международным этим самым разным всяким резолюциям Совета Безопасности ООН, Генеральной Ассамблеи ООН, он не признается израильской территорией, он является оккупированной территорией, особенно что касается восточной части Иерусалима. Вот, поэтому, понимаете, этот конфликт, он настолько сложный, и настолько же сложны отношения между США и Израилем. Но всегда надо помнить, что, конечно, США всегда будут на стороне Израиля, но это не значит, что Израилю позволено делать буквально все. Нет, все там имеет свои как бы определенные ограничения, рамки, и в разные периоды взаимоотношения эти рамки были разными. При Обаме они были более жесткими, а сейчас при Трампе они менее жесткими являются, в результате чего мы с вами видим, как сейчас себя государство Израиль позиционирует, как он себя ведет, что он себе может позволить в отношении Газа, западного берега реки Иордан и даже Ирана. Вот. Но, естественно, Израиль всегда являлся, начиная со своего дня основания, объектом для нападений и атак. Вот. Но надо сказать, что не весь арабский мир, потому что ситуация сильно изменилась с даты создания Израиля как государства с 1947 года.
ситуация сильно изменилась. У Израиля есть теперь установлены дипломатические отношения с достаточно большим количеством арабских государств. Другим числом арабских государств этих отношений до сих пор нет. Но есть еще Иран. Иран не является арабским государством, но является Исламской республикой. Для Ирана сегодня, для Исламской республики Иран, Израиль является естественным врагом. Вот, это является прямо частью идеологии Исламской республики. Да? Поэтому здесь достаточно сложная, запутанная история, вот, о которой стоит поговорить. Но я еще раз повторюсь, Ближний Восток для США будет в приоритете всегда. Потому что первое – это Израиль, это обязательство. Это обязательство, давнее, оно основано на очень серьезном лоббировании израильском внутри. Как вы знаете, как устроена политическая система США, да? Теперь все знают, теперь все начинают понимать, как все это работает. Это первое. Второе – это, конечно, всегда вопрос цены на нефть. Потому что на Востоке идет подъем конфликтный, цена на нефть возрастает, уровень мировой экономики начинает снижаться, там всякие начинают. А тут еще и хуситы, Йемен, Красное море, Суэцкий канал, вызов морской торговли там, и так далее. Это вообще еще хуже, да? То есть поэтому внимание США к Ближнему Востоку будет всегда более приоритетным. С ним может поспорить только Тайвань. Я имею в виду Азиатско-Тихоокеанский регион. Все, что касается Европы, России и так далее, это все традиционно важно со времен Холодной войны, но при администрации Дональда Трампа очевидно вот это смещение внимания сюда. Хотя я хочу подчеркнуть, что это не является только результатом политики администрации Трампа. Дело не только в этом. Дело в целом в стратегических интересах Соединенных Штатов. Что для них важнее, что для них приоритетнее. Из этого они исходят. Вот. Для них Для их приоритет. экономики и для бизнеса Вот, важно совершенно верно. Там же их там. флот, там же их базы, там же их союзники, там же цена на нефть, там же их вторые главные стратегические союзники в этом регионе, я имею в виду Саудовскую Аравию, да. Вот все там буквально. И что касается АТР, я имею в виду Азиатско-Тихоокеанского региона, это уже другая история, более тоже очень важная для США, и тоже связана опять с экономикой, да, с экономическим соперничеством, с вот этой буквально гонкой за пальму первенства, да, за то, чтобы Трамп хочет оторвать буквально и сделать США более, он пишет, великими, на самом деле независимыми от Китая. Вот. И где во всей этой истории Россия? Соответственно, где во всей этой истории Украина, Европа и все остальное СНГ, как говорится. Ну, Европа еще, я понимаю, там, потому что это главный экономический партнер. Вот. Но Россия нужна для того, чтобы Трампу нужна для того, чтобы оттащить ее от Китая и сделать своей, более или менее, переиграть здесь стратегически. Где Украина, Россия? Вот в чем вопрос. У Украины, получается, остается основным союзником это Европейский Союз. И, как вы видите, Трамп сейчас делает просто очень резкие шаги в сторону, да, отказывается, все больше и больше отказывается от обеспечения безопасности Европы, собирается или там уже отчасти начинает выводить, да, базы американские из Европы. Вот, и это вообще в целом как бы получается так, что Европа, соответственно, украинская проблема и война в Украине, для него это второстепенно. Да, второстепенно, и я думаю, что у Байдена еще была эта инерция, потому что он же з Горбачевым яшчэ калі быў маладым палітыкам, прыязджаў у Савецкі Саюз і вёў перамовы. Напэўна, проста Байден у цэлым лепш адчуваў, чым жыве гэты рэгіён і якая тут атмасфера. А Трамп, усе гэтыя яго смешныя перамовы з Пуцінам, калі
Усе, хто блізка каля Расіі, разумеюць, наколькі гэта выглядае камічна, а Трамп, мне здаецца, на поўным сур'ёзе вельмі доўга не мог зразумець, чаму ён не можа размаўляць з ім як з бізнесменам, вырашаць гэтае пытанне. Але зноў жа ён проста не ўлічыў менталітэт так жа, як мы не заўсёды разумеем менталітэт на бліжнім усходзе. І ў Да, вырашэнні канфліктаў, напэўна, вось гэтае неразуменне менталітэта. ну и потом он же все время говорит о том, что все, что делал а, Байден, это плохо, это ошибочно. Поэтому он свою политику строит буквально на том, чтобы доказать, что это было ошибочно. Что это потому-то это и не работало, потому что это Байден ошибался. Вот. А теперь выясняется, что дело не совсем в Байдене, а скорее в Путине все-таки. И что с Путиным договориться очень сложно или почти невозможно. То есть он понимает только язык силы, потому что он только силу и уважает. Так построено его восприятие. Восприятие его и его окружения, и того режима, который выстроен в России. Потому что это не только Путин, это и как-то там коллективный Путин, говорят, да. Вот. Это то, на чем, то, из чего выросло современное российское государство, это криминалитет. У них криминальное мышление. Там мало, как это сказать, мало чего гражданского. Там все криминальное. Вот, и из чего они вырастали, какое у них мышление, это мышление спецслужбиста, понятно, да, у КГБ свои методы управления, и вот они, эти методы управления, они тоже на грани буквально, да, криминального мышления всегда были. И поэтому они же в тени, они же в тени всегда действовали. А, вот. И теперь они вырвались и сделали из этого фактически модель управления государства. Как с ними можно договариваться? Только ну, силой. я думаю, што калі Трамп выбраў сваім прыярытэтам адназначна зараз на дадзены момант бліжні ўсход, то Кітай ўсё ж такі больш зацікаўлены, як мне здаецца, больш зацікаўлены ў сітуацыі, якая будзе адбывацца б ў Еўропе паміж вайна в Украіне і Европа, таму што гэта вялікі рынок для Кітая. Ну, зноў жа, проста бізнес, ніякіх, я б не закладала сюды маральных каштоўнасцяў, там, што Нет, нехта за некага конечно. перажывае, гэта проста бізнес, і хто будзе галоўным у свеце далей. Я чытала такое меркаванне, быццам Трамп увогуле яго больш не цікавіць, каб Амерыка была вось лідарам. Як вы думаеце, гэта праўда, што ён хоча больш заняць як бы незалежную нейкую пазіцыю і што яго не так цікавіць лічыцца мировым лідерам? Я не специалист, как это там, по его политической картине мира, но все, что я слышу и вижу, ну, его интересует его личное лидерство, э, его личная заслуга, его личное лидерство. Это первое. Второе, мне кажется, что он все-таки действительно хотел бы трансформировать управление в США. И вот это вот буквально стремление трансформировать управление, оно вот выражается в современной политике и в тех трендах там, по ограничению, да, свобод, вот прямо это видно, по ограничению свобод, которые он пытается, и отчасти ему это удается осуществить. Вот. Он не любит либералов, не любит либерализм, он откровенно, и не столько он, сколько его окружение, да, об этом откровенно говорит. Вот, и ну, понятно, почему теперь, да, вот эти вот ограничения свобод, буквально, по его мнению, является важным для того, чтобы Америку сделать снова великой. И ему приписывают там христианский национализм, еще что-то, еще что-то. Но я думаю, что он не строго, как это, не является идейным. В том смысле, что у него нет, вот он не привержен какой-то идеологии прям фанатично. Это не Гитлер, и не Сталин, и не Ленин.
У него нет этого вот в голове. У него есть вот это вот представление о том, что политика это все-таки как бизнес. И в этом смысле он считает, что он лучше всех понимает, как это работает, вот, и что он может привнести в историю. Он тоже хочет войти в историю как великий президент, как вы знаете. Что он может привнести вот нечто такое, что может его вот застолбить его лично место в истории. Вот. Но мне кажется, еще очень многое определяется просто ситуативными моментами, буквально, да, то есть есть какие-то стратегические представления, а есть ситуативные. Тактика, да, есть стратегия, есть тактика. Вот, тактика нам с вами понятная, теперь вот она такая. Стратегия, она может быть нам не совсем ясная, но вот они там очертили, что бы они хотели, сделать Америку великой, заключить выгодные соглашения со всеми, вот, только на выгодных для США условиях, там, заставить Европу платить за бюджет военный. Вот, в принципе, более-менее они чего-то там достигают. Если у них какая-то, если конкретно у Трампа конечная цель сделать Америку великой, и в чем понимается это величие, тоже по-разному можно величие понимать. Вот. Если это в имперском представлении, это одно, а если в экономическом представлении, это немножко другое. Видите, Маск ему оппонирует, говорит о том, что нет, это нельзя назвать стремлением к экономической мощи, к экономическому влиянию. Но вот он на сегодняшний день закладывает самый большой военный бюджет за всю историю США. И этот вопрос, это стратегия его или это его дань тем компаниям, которые финансируют его программу, его вообще, в принципе, пребывание как президент. Он заложил сумасшедший военный бюджет. Самый сумасшедший военный бюджет за всю историю. О чем это свидетельствует? О том, что у него намерение дальнейшее какое? Вести экспансию военную? Или же он просто так расплачивается со своими кредиторами? Могут быть любые варианты. Это человек, Посмотрим, который да, предсказать посмотрим. не отремливается. Я боюсь, что речь идет о другом. Речь идет о собственных военных компаниях Соединенных Штатов и не в Украине. Потому что мы с вами забываем, какие он обозначил цели. Гренландия, Канада. Может, еще какие-то у них там цели есть. Я не знаю. Но он, конечно, себя, как это сказать, позиционирует как миротворец. Но, как мы с вами знаем, позиционирование это одно, а реальность это другое. Вот Александр Григорьевич известный миротворец на словах. А в реальности что? И Путин в Сирии сказал, что мы тут миротворцы. Ой, Да, там все диктаторы любят сказать, что они миротворцы. да, потому что это выгодная самореклама. Европа будет слабее, потому что Европа будет глядеть на Украину, рихтоваться до горшего сценария з Россией. И, в принципе, да, Трамп у такой ситуации может выкористать это Ну, он хочет, для да, своих у него амбиций. есть конкретные цели, которые он обозначил, да, он сказал, проговорил это. Вначале это смотрелось как сумасшествие, да, про Гренландию, про Канаду, это смотрелось как сумасшествие. Но, как выясняется, Соединенные Штаты достаточно давно хотели бы заполучить Гренландию, это далеко не первый заход идет. Вот. Ну, а про Канаду я не знаю, это уже ответ такой, вот. Поэтому очень многие писали, что еще во время его предвыборной кампании, что это все слова, что это типа для красного словца, вот, чтобы вот, ну, привлечь к себе вот энное количество там голосов. Но мы же с вами видим, что очень многие вещи являются не просто словами, он действует. Если он ограничивает свободу слова, да, уже пытается, ограничивает академическую свободу через сокращение финансирования, да, или там за отзыв финансирования. А вот, если он собирается судиться с медиа, то, что он там делает там с назначением или переназначением там прокуроров, судей, он понимает, что судебная власть та самая, которая противостоит ему сейчас, которая
еще способна ему противостоять. Вот почему мы считаем, что во внешней политике он будет придерживаться правил. Та він просто робить свою владу не обмежованою нічим. Ми пам'ятаємо у Білорусі, як це все робилося. Да, ну у нас маленькая такая домашненькая диктатурка, а тут, понимаете, как бы ресурсы другие будут. Вот. Тем более, что и Россия, и Китай, которые являются тоже такими почти что сверхдержавами. У России ядерное оружие, у Китая экономика плюс ядерное оружие. Они являются диктатурами. Ну, в смысле, Китай даже это не совсем диктатура, это, я бы сказала, полу такое тоталитарное государство, там КПК у руля. Вот, но все равно. И чем он хуже? Он, я думаю, считает себя ничем не хуже. Поэтому каким-то образом пытается концентрировать власть в своих руках, глядя на Путина и Си Цзиньпиня. Я думаю, что у него в голове какие-то такие очень... Он просто некоторые вещи не проговаривает. Скорее не проговаривает. Ну, в общем, мои подозрения в отношении Дональда Трампа самые худшие. Я вот в этом отношении очень скептична. Но это не значит, что у него все получится. А як ви думаєте, все-таки Європа, наколькі Європа зараз слаба во всій цій ситуації? Ці хопіць у її сил поміж Ближнім Сходом, Америкою, рисками з Росії вистоять і застатися з тими коштовностями, які так довго і тяжко здобувалися? Ну, ценности это не то, что можно утратить в результате, там, я не знаю, каких-то там событий. Ценности это то, что дается действительно через страдания и через осознание, осмысление истории. И европейские ценности есть результат именно европейской истории. И здесь я скажу, наверное, очень странное мнение. Со стороны европейская история выглядит как как история насилия на самом деле. Вот вы сказали, что на Востоке конфликты не прекращающиеся все время. Я хочу вам сказать, что на Востоке конфликтов было гораздо меньше, если мы с вами будем брать исторические, там, не последние 2 столетия, или не последние столетия, а, например, последние 500 лет. Вот. Или там 1000 лет. Да? Вот за последние, по крайней мере, 500 лет получается, что Европа воевала гораздо больше и чаще, чем все остальные. Я имею в виду, там, например, Азия, да, Восток, Ближний Восток, Дальний Восток, имеется Азия, Азиатско-Тихоокеанский регион. Вот. И Европа является очагом для Первой и Второй мировой войны. Поэтому с точки зрения Азии и Востока, это Европа является источником конфликтов и насилия. Последний, вот послевоенный период, я имею в виду, да, после 1945 года, вот этот период, он буквально небольшой в исторической ретроспективе. Это там сколько? 80, да, лет. Все, 80 лет. Это с исторической точки зрения, это не очень много, скажем. Это жизнь там, в среднем, жизнь хорошего человека, да, скажем так. Вот, поэтому в этом отношении для Европы те ценности, которые Европа вынесла из этого буквально огня, да, войн, насилия, крови, развития военных технологий, непрекращающегося милитаризма и так далее и тому подобное, это вообще, с моей точки зрения, это чудо, что они сделали такой вывод для себя, потому что буквально Европа, да, была пепелище, да, пепелище, усеянное костями. Вот особенно, если мы с вами говорим о нашей с вами истории, да, то есть речь идет о Восточной Европе, да, и все, включая Германию, это, ну и не только Германию, на самом деле, для всей Европы это было страшное испытание, как Первая мировая война,
Причем для Западной Европы Первая мировая война гораздо была более разрушительной, чем даже Вторая мировая война. И Вторая мировая война, которая дала пример вот Холокоста, чудовищного, да, уничтожения целого народа, вот, абсолютная бесчеловечность. И в результате этого выработана вот эта система ценностей. Она, конечно, подвергается эрозии, она, естественно, подвергается определенному. Есть вызов определенный, но я не думаю, чтобы европейцы так просто бы смогли бы отказаться. Хотя вопрос безопасности превращает людей в более агрессивных созданий. Я думаю, вы это понимаете. То есть, находясь в Да. Украине, в Киеве, я думаю, вы это понимаете. Как быстро человек, когда перед ним стоит вопрос о его личной безопасности, о его жизни, как человек быстро перестраивает приоритеты. Вот. Поэтому, ну, это еще просто как бы человек, это просто человеческая жизнь, да. А когда речь идет о государствах, речь идет об элитах, там совсем вообще по-другому все происходит, да, и поэтому, ну, то есть масштабированно все это происходит. Поэтому, конечно, это вызов для Европы сегодня, для европейской системы ценностей. Вот это буквально секьюритизация жизни, гонка вооружений, приходится вооружаться, приходится перераспределять средства из уже привычной там, социальной сферы, там, еще каких-то сфер. Придется перераспределять эти средства на войну, на вооружение. А вооружение это дорого, это в мирное время, это в общем и целом бесполезные железки. Ну, там, пускай они там летают, там, испытания, но это бесполезный груз. Бесполезный груз, он не работает, он только вытягивает из общества жилы, да, буквально. Но сейчас принимается решение о перераспределении. И потому что европейцы боятся, они резонно боятся, они же не просто не на пустом месте боятся, они резонно боятся. Резонно боятся. Поэтому да, это вызов для европейской системы ценностей, это вызов для Европы. Насколько она сможет сохранить этот баланс между буквально да, человечностью, приверженностью принципам демократии, свобода, с одной стороны, и с другой стороны, необходимостью вооружаться и создавать армии. Потому что, например, у Германии армия маленькая, а экономика большая. И вот они сейчас перераспределяют, это же не просто деньги и не просто железки. Вы извините, что я там про вооружение так говорю, да, но с моей точки зрения, с моей, с женской, это железки. Но это же и менталитет людей. Их же надо заставить теперь думать так, чтобы они представили себе, что им придется защищать с оружием в руках свой дом, а значит и умирать, и убивать. Умирать и убивать. Это то, о чем говорила Алексеевич. Вот, поэтому, да, это вызов, это большой вызов для Европы. Вот это буквально секьюритизация в широком понимании этого слова. Секьюритизация мышления европейцев, она приводит как раз именно к победе правых. Потому что правые разыгрывают этот страх. И правые говорят, что есть простой ответ на этот вопрос. Ну и дальше простой ответ, вы знаете, излагается как. Это все неправда, надо дружить с Путиным. Или же это все ерунда, надо делать так, как делает Трамп. А то, что на сложные вопросы простых ответов не бывает, это хорошо, когда человек как это, в здравом уме, в спокойной обстановке, он может с этим согласиться. Но когда вот этот алармизм, вот это вот, да, и на первом месте безопасности, им чудится буквально, что вот или иммигранты на них нападают, или русские на них нападают, или еще кто-то на них нападает. Вот эти постоянно вот эти угрозы они видят, да, мнимые или реальные, разные просто. Ответ приходит другой. Нам нужно быстро что-то там сделать, просто, вот простой ответ, да. Что нам надо? Вот нам запретить, закрыть, там и так далее, и тому подобное. Перенаправить это сюда. Закрыть страну. Это самый первый как бы, ответ, который подсказывается.
Вот. Тем более, что от этих иммигрантов ничего хорошего нет. И дальше вспоминается там что-то там преступления, пособия. Из этого всего ряда на самом деле ничто не правда. Ну, если про иммигрантов говорить. Нелегальная миграция, это да, это связано с преступлениями изначально. Вот. Но трудовая миграция, она не связана с преступлениями. Это обычные люди, которые приехали работать, платят налоги, интегрируются в общество, и это никак не связано с уровнем развития криминалитета. С уровнем развития криминалитета, уличной преступности, как правило, связана безработица. Это проблема, социальные проблемы. Об этом в свое время, знаете, очень хорошо написал французский востоковед, очень известный, Оливье Руа. Он писал о протестах, которые были в Париже в 2006 году. И эти преступления, вернее, эти протесты, они были связаны с полицейским насилием в отношении арабских подростков. И там просто, ну, знаете, французы. Повода большого не надо, но тут был повод такой. Люди вышли, и там были беспорядки и так далее и тому подобное. И все стали говорить о том, что это все столкновение цивилизации, это вот это столкновение мусульманской культуры с европейской, бла-бла-бла. А Оливье Руа очень хорошо знал ситуацию. Он сам француз, он во Франции, и он знает Восток, он знает прекрасно арабский мир. И он написал замечательную тогда статью о том, что это не иммигранты, арабы. Это безработные из неблагополучных кварталов Парижа. И понимаете, как сразу меняется объяснение, интерпретация. И он смог доказать и убедить французское общество, потому что у него имя там, и авторитет, и он смог это аргументировать, и вопрос был закрыт. Потому что уже начали говорить, ой, это столкновение цивилизаций, это как в Нью-Йорке, теракт 11 сентября, тогда еще были теракты другие, но это были связаны теракты с вторжением в Ирак, кстати говоря. Вот. И вот они во всем этом, ну, знаете, любители про это, про столкновение цивилизаций, про мусульман-террористов. Вот. И он написал замечательную статью, с моей точки зрения. Он говорит, здесь должен быть подход не этнический, не религиозный, а социальный. Экономический, социальный. Социальный. Это ребята безработные, без перспектив, из неблагополучных кварталов с очень низким уровнем дохода. А не арабы, мусульмане, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Он говорит, это неправильный подход анализа. Те же самые арабы и мусульмане из богатых районов Парижа, да, они не выходят на улицу. Так в чем дело-то тогда? Разве дело в этом? То есть он буквально, как бы, там, приводя определенные там сводки полицейские, да, он буквально просто доказал, что это социальный взрыв на основе нерешенных социальных вопросов. Потому что в Париже есть вот такое-то, 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 не только в Париже, но и во Франции. Подростков этих преследовали, полицейский произвол во Франции, это известная вещь. Вот, и все. И и все. И вот мне кажется, что это был отличный тогда ответ правым. Потому что правые стали поднимать эту тему. А им что нужно? Им нужны голоса и рейтинг. Все. И это очень хороший повод там, ну, поднять ставки. Потому что для них главное это политическая борьба и выборы. Вот и все. Все средства хороши. Все средства хороши. Поэтому вот, а для того, чтобы анализировать глубже, понимать глубже, для этого же надо смотреть статистику, смотреть, слушать это самое, признать, что это социальные проблемы. Конечно, иммигранты, они более социально уязвимы. Ну, а иммигранты, как правило, откуда? Ну, конечно же, с Ближнего Востока. А что в голове мы с вами видим? Да? Иммигранты, они какие? А, они вот, да, арабы-то, да? А то, что это просто иммигранты, бедные. Вот на этот вопрос так не смотреть. Да, Ну, все. і не ўсім адсюль зразумела, калі людзі кажуць, вось у Еўропе амаль не засталося белых людзей, многія забываюць, што гэта людзі з былых калоній, што это ўжо там у трэцім і чацвёртым пакаленні могуць быць людзі візуальна не еўрапейцы. Отчасти этот, как это сказать, этот тезис я понимаю, почему, потому что речь идет о рождаемости, да. Если мы с вами говорим о рождаемости, то да, ну так это вопрос к кому?
Это вопрос к мигрантам или это вопрос, собственно, к населению, ну, как там, к коренному населению Европы? Вот. Так это вопрос к рождаемости. Почему рождаемость низкая? Почему вообще, в принципе, нужны мигранты были трудовые? Ведь в свое время приглашение трудовых мигрантов являлось правительственными программами. И правительство сейчас просто, они пытаются не афишировать это дело, это результат именно правительственной политики. Ведь в Германию звали, а понятно, почему в Германию звали после войны, да? В 50-е годы звали итальянцев, Треба было греков, все восстанавливать. турков. Почему? Потому что, да, потому что страна большая, чудовищные потери во Второй мировой войне, просто чудовищные, жуткие разрушения. Германия, как вы знаете, вот этот экономический мотор заработал в 50-е годы, и нужны были трудовые ресурсы, трудовые резервы. Откуда их взять? Не дождаться, пока дети вырастут. О, это еще 18 лет надо ждать. Нет, вот сейчас же надо. Вот сейчас же этому бизнесмену нужны, там, я не знаю, рабочие, строители, там, кто-то там еще. Вот в течение, на завод ставят, на этот завод надо там завозить рабочих специалистов. Поэтому и приглашали итальянцев, греков приглашали, потом турков стали приглашать. Потому что, то есть, Италия и Греция не могли такое количество трудовых ресурсов обеспечить, а Турция, она всегда была и есть, она трудоизбыточная страна. Да? Там с рождаемостью, ну вот до определенного времени проблем не было вообще никаких. Вот, растет страна, молодая страна, много рожают. Вот. Порядка сейчас 100 миллионов человек. Турция сильно растет. И она, конечно, да, оттуда те самые ехали мигранты. Это же живые люди, они же не могут приехать, поработать и уехать. А жена, а дети, причем люди с определенным образом жизни, взглядами и верой, конечно, а родители. Вот. То есть это турецкая история эмиграции в Германию, это очень интересно с моей точки зрения. История показательная. Вот. И у нас это стереотип, что они ехали там за длинным рублем, за лучшей жизнью. Начнем с того, что это Германия пригласила их с тем, чтобы иметь себе хорошую экономическую историю. Но как у нас любят, да, перевернуть все. А, конечно, люди хотят и хорошего заработка, и хорошей семейной истории кредитной, и благополучия себе, детям, своим родителям. А кто не Ну, хочет? так же, как и мы выбираем, и люди. Такие же Кто-то люди, хотел поехать в Америку, кто-то в Польшу, кто-то в Литву. У наверное. всех свои планы, дети в школах. Но тем более, что понятно, что уровень жизни сильно различается. Естественно, что это выглядело гораздо более перспективно. Нет, скорее не для себя, а для детей. Обычно эмиграция – это про то, чтобы обеспечить лучшим будущим детей, не себя. Обычно это так. И в общем и целом это оправдано. Потому что мигрант, ну, это социальный статус его невысокий. Это И понятно. покуль ты адаптуешься, уже проходит столько годов, что ты... А полной интеграции не будет. Полная интеграция будет у твоих детей. И вот ради этого очень многие едут, кстати говоря. Прекрасно понимаю, что будущее здесь для детей, не для них, не для их поколения. Это тоже вот эта вот стратегия, да, миграции буквально, да. И про нее надо читать, о ней надо говорить. Они вот это ла-ла-ла со слов правых политиков, да, которые просто политизируют этот вопрос, делают на это ставку с тем, чтобы выиграть на выборах. Все. Да, я думаю, што вялікая праблема яшчэ ў адукацыі, таму што калі я працавала падчас мігранцкага крызіса з мігрантамі, якія прыязджалі в Беларусь, былі сітуацыі, калі аказвалася, што людзі не ўмеюць пісаць. І яны мне Да. так і казалі, што вось у мяне ўсё жыццё прайшло падчас там вайны в Іраке, і мы там жылі в нейкіх розных лагерях, і проста чалавек, ну, у яго не атрымалася як бы навучыцца пісаць. Но еще же надо иметь в виду писать на каком языке и какой письменностью. Если А он не я так пишет, разумею, ні на якім.
Ну вот, да, это уже другой вопрос, потому что когда там признавать безграмотным человека, ну, какой он письменностью владеет, тоже вопрос. Это, ну, это отдельный разговор у меня был М. на эту тему, разговор с одним человеком, которому я рассказывала о том, что у меня дедушка, он был грамотным, он не просто был грамотным, он писал. И мне дедушка рассказывал, что люди, которые не смогли перестроиться с арабской вязи на латиницу в свое время, да, в Центральной Азии, их признавали безграмотными, потому что они не умели писать. Но не уточнялось, писать на какой письменность, какая письменность, о чем идет речь. А в 1942 году, когда было принято решение за год перевести все народы Центральной Азии и Кавказа с латиницей на кириллицу, у меня дед ушел на фронт латиницей, писал и арабской вязью, вот. А в 1942 году за один год провели реформу письменности. Это, понимаете, это просто надо понимать вообще, хотят что сделать с людьми. Вот. Кошмар. Да, так, и те люди, которые умели писать, они вдруг, получается, что не умеют, и по новой переучиваются писать, свой родной язык, да, не чужой язык, да, а свой родной язык переписывать на кириллицу. Вот, это такая была история. Но мне про это рассказывал дедушка, он сказал, это самая была безобразная реформа письма, от которой, в общем, пострадало очень много, и главное, что она была крайне неудачной. Потому что, как вы знаете, письменность, она же связана с фонетическими вещами. И фонетика, она просто-напросто пострадала в результате. Что изобретали буквы буквально под звуки. А казахи, когда это читали, они не могли понять вообще. Да? То есть это их язык, но они не могли понять, Что это? что это такое. А вы знаете, почему в Центральной Азии брали письменность латинскую? Потому что была разработана уже письменность в Турции. Это же первый опыт перехода с арабской вязи на латиницу совершил Кемаль Ататюрк. И реформа была вот этой письменности очень удачной. То есть они смогли изобрести такие буквы, которые точно выражали турецкие звуки. И, соответственно, слова там и так далее. Соответственно, так как это турецкий язык, родственный язык, да, там, казахскому, узбекскому, естественно, азербайджанскому и так далее и тому подобное, взять латиницу для всех этих языков, да, было делом гораздо более простым, потому что он был полуадаптирован. Письменность, я имею в виду, была полуадаптирована, Мгм. алфавит был полуадаптирован. И это было наиболее удачное, по мнению моего дедушки, который прошел через все три письменности, при этом был писателем. Вот. Он сказал, что это было самое удачное, и самое, говорит, неудачное была это переход на кириллицу. Это, говорит, это вообще. Да, Ну, и с Запад. кириллицей, я думаю, Россия просто хотела поскорить, как все перешли на русскую мову, и, Это, конечно, это, это было это проект простее. Сталина. Это проект Сталина русификация. Вот. Это его борьба с национальными, с национализмом. Вот. Она завершилась в 1942 году принятием решения перевести всех на кириллицу. Тема такая великая, складана, і про все не поговориш, але мені здається, много цікавих питань обміркували, тих, які зараз особливо для усіх важні, як просто хоч трошки зрозуміти, у якому світі ми живемо і що вокруг відбувається. М? Белорусам специально адресую по поводу их восприятия мусульман и иных, да, других. А, у меня моя замечательная подруга в Беларуси есть. Она человек рабочей специальности, но она здравомыслящий человек. Я люблю таких людей. Вот. Она не кандидат наук, там, не преподаватель, она рабочей специальности. И она мне говорила о том, что вот ездила в Турцию на отдых и разговаривала там с людьми, и она говорила, послушай, Роза, говорит, я для себя сделала, ну, не просто открытие, а вот вывод, да, что все мы люди, у нас у всех одни и те же проблемы. У нас всех беспокоит одно и то же. Дети,
их будущее, власти, которые всячески нас там ограничивают и осложняют нам жизнь, а, здоровье, вот, и все. У нас оказывается абсолютно те же самые проблемы. Вот мое обращение к белорусам заключается в том, что вы, когда видите на людей, не похожих на себя, вы должны понимать, что они не только не похожи на вас, не только то, что они рождены в иной культурной среде, едят другую пищу, готовят другие блюда, говорят на другом языке, но на самом деле их заботы и интересы точно такие же, как и у вас. То же самое, что касается европейцев. Они точно такие же, как мы. Их точно так же беспокоит будущее детей. Они точно так же беспокоятся о завтрашнем дне. Они считают деньги и боятся на старости лет остаться без средств к существованию. У них такие же проблемы со здоровьем. Их правительство точно так же, я не знаю, изобретают какие-то новые законы, ограничения. И с возрастом становится все тяжелее и тяжелее воспринимать все это. Точно такие же люди. Обычные люди с обычными интересами, с желанием жить, любить и находиться в безопасности, и чтобы у детей все было хорошо. Я других людей я не видела. Я их не видела. Я не знаю, может быть, я в других местах езжу. Но даже в период мигрантского кризиса, когда мне рассказывали, я приезжала в Беларусь, и мне говорили мои коллеги, как ты по Европе там ездила на машине. Я говорю, а что там могло произойти со мной? Она говорит, там же вообще ужас творится. Я говорю, где? Где? Я нигде ужаса не видела. Я встречалась с такими же людьми, как я, с теми же самыми проблемами, с теми же самыми мыслями о будущем, а самое главное о том, что будет у детей. С теми же самыми заботами и беспокойствами. Будут ли у них работа, хорошо ли они учатся, смогут ли они быть счастливы, смогут ли они создать семью, увижу я когда-нибудь внуков или нет. Абсолютно те же самые вопросы задаются. Ничем ни лучше, ни хуже, точно такие же люди. Ну, по-другому одеваются, другую пищу едят. И все. По-другому выглядят, на другом языке говорят. Но вопросы все те же самые. И это важно. Это очень важно понимать, что нас на самом деле гораздо больше объединяет, чем разъединяет. Не позволяйте политикам внушать вам мысль о том, что нас гораздо больше что разъединяет. И европейцы, и арабы, и там курды, и турки все думают об одном, на самом деле. О человеческих проблемах, ни о каких других. Да, тому я сподіваюся, що люди про это не забудут, и мы все-таки до ядерной войны не Да, докатимся, да, потому да. что всем хочется просто пожить. Да, но и не просто пожить, а нормально пожить, попутешествовать, Радостно. увидеть мир, да, увидеть детей своих счастливыми, увидеть будущее для них, для себя и для них тоже. Обычное, нормальное будущее, не какое-то сверхъестественное. Все, спасибо. Дякую вам велике за розмову і Мгм. хорошого тижня.